Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о термопреобразователях сопротивления. Рассмотрим датчики PT100, PT1000, они из платины. Разберемся, как же их подключать к STM32 при помощи модуля MAX31865. Термопреобразователи сопротивления обширно используются в промышленности, так как они оптимальны для высокоточных измерений. Различные корпуса этих датчиков дают возможность измерять температуру в любых средах, будь то вода, газ, пар, твердые или сыпучие продукты. Чувствительным элементом термопреобразователя сопротивления является резистор. Он выполнен из металлической проволоки или пленки с выводами для крепления соединительных проводов. Резистор имеет известную зависимость электрического сопротивления от температуры. Каждый термопреобразователь имеет номинальную статистическую характеристику, сокращенно НСХ. И вот, например, датчик PT100 означает НСХ для платинового термопреобразователя с сопротивлением 100 Ом. Есть коэффициент альфа, это температурный коэффициент термопреобразователя сопротивления. R100 – это сопротивление данного датчика при 100 градусах по Цельсию. R0 – это сопротивление данного датчика при 0 градусах по Цельсию. Данные датчики имеют несколько схем соединения внутренних проводов. Мы рассмотрим схемы с одним чувствительным элементом. Всего у нас получается 3 схемы. Это двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная. Двухпроводная схема. Там питание и информационный сигнал имеют общую точку, поэтому возникает небольшая погрешность из-за влияния сопротивления самих проводов. В трехпроводной схеме вход питания отдельный, но один из измерительных проводов имеет общую точку с минусом питания. И последняя схема – это четырехпроводная. Вход питания и измерительные провода отделены друг от друга. В этой схеме обеспечивается наилучшая точность снятия сигнала. То есть, грубо говоря, чем больше у нас проводов, тем снятие сигнала будет точнее, так как сопротивление проводов будет компенсироваться. И перед тем, как мы начнем работать с MAX31865, я хочу немножечко вообще показать, для чего я это все изучаю, зачем оно мне. Вот датчик температуры у меня, вот данные выводятся на дисплейчик. У меня была задача на работе, мне нужно было сушильный шкаф переделать, там отстроить педрегулятор, коэффициенты выставить, и мне нужно было как-то температуру вот ловить, как она там прогрессирует, не прогрессирует, там перелеты, не перелеты. И вот мое устройство, в принципе, как никогда, кстати, подошло. В данный момент у меня не только на дисплей все выводится, у меня на STM32 развернут виртуальный COM-порт, об этом я писал урок. Дальше у меня есть скрипт на Python, я его написал. На самом деле 2 дня, наверное, ушло на это, чтобы вообще, в принципе, я Python не знаю, но у меня получилось. Что он делает? Он выдал нам список устройств, COM3, окей, COM3, подключились. Вот он мне передает данные. Что это за протокол? Это протокол у меня еще от UART MQTT, то, что я делал для умного дома. Он передает мне именно байтами сюда. Дальше я опять это все смотрю, проверяю контрольную сумму. Если контрольная сумма бьется, то я уже вот из этого беру и смотрю float, что у меня там получилось. И вот получаю данные. Но эти данные я не просто вот так вот смотрю тоже, как дурачок. У меня Python это все в CSV файл кидает. Он сейчас занят программой. Так, я его просто скопирую. Вот время. Каждую секунду он мне кидает данные. И вот моя температура. Дальше есть такой замечательный сервис, как Grafana. Он у меня на компьютере домашнем не установлен, но вы можете с ним поразбираться. На самом деле сложная программа довольно-таки. Я, может, когда-нибудь о ней сниму видео, когда сам до конца разберусь. А я пока так. Смысл здесь в чем? Она вообще может там к любой базе данных подключаться, брать там данные оттуда. Главное знать, как это делать. И можно рисовать очень красивые графики. И, в принципе, она нам большой друг, если вы умеете с ней работать. Но вот по отношению к работе, допустим,
Вот я отстраивал педрегулятор. Вот это в Графане как раз я получал данные вот с этого CSV файла. Вот у меня температура там поднималась. Без перелетов, без всего. Вот вышли мы на 60 градусов. И вот там дверку, допустим, открыли на 3 минуты. Там что-то поделали, там загрузили. И вот у нас там температура опять. Динамику отслеживаем, все хорошо. То есть логирование данных прям замечательно. Датчик PT100 промышленный, точный. Как бы не придерешься, все хорошо. Как бы очень крутая штука на самом-то деле получается. По поводу теперь MAX 31865. Она может работать с PT100, PT1000. NSH у нас там либо 100 Ом, либо 1 кОм. Проводное подключение 2, 3, либо 4. Она по SPI общается, имеет 15-битный ECP. Соответственно, в зависимости от подключения у нас будет меняться схема. То есть вот 4-проводное подключение. Там в конце вот есть 2-проводное, есть 3-проводное. Тут форс меняется. Давно я купил вот такой модуль. Тут вот мы напаиваем перемычку. Можем не напаивать. Допустим, у меня сейчас 3-проводное подключение. Вот здесь вот надо разрезать ножиком эту дорожечку. И вот эти две спаять между собой. Сюда у нас подключаются, допустим, сюда 2 красного, сюда белый. И белый, тут вот тоже их надо соединить между собой. Либо просто саму перемычку сделать здесь из провода. Здесь у нас есть референсный резистор, который тоже в зависимости от того, какой мы датчик подключаем, либо PT100, либо PT1000. Для PT100 здесь 400 Ом должно быть, для PT1000 4 кОм. Они тут забабахали 430 Ом, ну, в принципе, ладно, ничего такого страшного нет. Там еще конденсатор тоже, в зависимости от того, какой вы датчик ставите, такой сюда и припаиваете. Что еще рассказать по этому модулю? Ну, вот общение по SPI. Питается он от 3 вольт. Ну, вот тут у них еще есть стабилизатор, то есть можно от 5 вольт запитать. Скорость SPI 5 МГц. Настройки SPI. Вот он у меня тут. Chip Select. Соответственно, я прескейлером выбрал там 4,5 мегабит в секунду. Low 2H. Вот. Давайте теперь уже перейдем к библиотечке моей. Референсный резистор. Вот как я сказал, там он 430 Ом. Ну, не бывает такого, что он ровно там 430 Ом. По-хорошему вы вообще должны сюда подключать магазин сопротивлений. Тут такие штуки, я не знаю, может вы их в универе там видели где. Выставить там точно 100 Ом. Потом в библиотеке уже мы подбираем вот это значение, чтобы у нас показывало там 100 Ом ровно. Ну, либо там 0 градусов, когда вот у меня уже библиотека вся написана. Вот. То есть вот это параметр, он от каждого модуля будет меняться. Соответственно, тут сопротивление датчика тоже либо 100, либо 1000. Идем дальше. Регистры. Адреса. Конфигурационный регистр. Можем писать, можем читать. Сопротивление датчика. И дальше это уже ошибка. Допустим, обрыв датчика. Ну, вообще очень важная штука. В моей библиотеке я не рассматривал эти ошибки, я просто, если какая-то из них, то я такой, бах, все, ошибка, делайте что-нибудь. Если у меня педрегулятор будет запитан от моего устройства с этим датчиком, и ошибка возникнет, то я сразу же отключу регулирование, и как бы все, у меня прибор станет в ошибку. Потому что если вот так не сделать, то можно перегреть что угодно, там до пожара довести. То есть вот эта штука, она на самом деле, она очень полезная, и как бы к ней нужно относиться все-таки серьезно. Инициализацию данного модуля я упростил для людей. То есть все, что вам тут нужно, это просто выбрать количество проводов. Либо 2, 3, либо 4-проводные. Модуль у меня сам считывает сопротивление, я просто опрашиваю этот модуль. Есть ли ошибка и какое сопротивление. Все. То есть 80-й адрес. Вот я пишу 80-й адрес.
И дальше, в зависимости от того, 2, 4, либо 3-проводная, я пишу либо C3, либо D3. Допустим, D3 я пишу. Это у нас BIOS включен, конверсия включена, тут нолик. Тут единичка 3-проводная, либо 0 будет при 2 или 4-проводной. То есть либо D3, либо C3. Фаулты у меня тут нули, это настройка фаултов. И очистка ошибки, если она была. И получается фильтр на 50 Гц, мы же в России находимся. Вот мы его ставим. Окей. С этим мы разобрались. И дальше у меня была такая проблема, то что вот я сижу там, что-то настраиваю этот модуль, у меня все работает, все прекрасно, а потом я его выключаю от питания, подключаю заново, у меня инициализация не проходит. Я не знаю, с чем это связано, но решил эту проблему так. Просто пытаюсь достучаться до него, я ему раз отправил конфигурацию, он не понимает, я ему второй раз отправил, он не понимает. То есть я ему записал, читаю, записал, читаю. И вот он меня понял, я такой, окей, все. А если он меня не понял, то 100 раз не понял, ну, инициализация не прошла. Но у меня такого никогда не было. Он со второго раза обычно всегда сразу же. Я понял, окей, работаем. Все, инициализация. Пояснил. И функция основная вот это, получить температуру. Мы создаем регистры сопротивления и всяких там порогов неисправностей. То есть мы сейчас будем считать с 81 там, по вот этот. Соответственно, тут я их все получаю, обрабатываю ошибку, если она есть. Вот тут я написал, к чему это может привести и что лучше делать. И, соответственно, вот я получил просто сопротивление датчика BT100. То есть данные, которые мне пришли. Вот эти данные. Я их домножаю на сопротивление референсного резистора и делю на 15 бит. Потому что у нас АЦП там 15-битный. И дальше, самое интересное, нам нужно теперь понять, как преобразовать сопротивление в температуру. Вот есть ГОСТ. Тут, в принципе, много всего написано. Но смысл в чем? В общем, даже здесь об этом говорится. То, что у нас не линейная зависимость сопротивления от температуры, а вот она описана уравнением Календера ван Дюзена или Календера ван Дюзена, как он правильно произносится, я не знаю. Но я написал даже целую бумажечку, поэтому вот это уравнение. Зависимость сопротивления от температуры R0 это сопротивление при 0 градусах, PT100 это 100 Ом. Дальше коэффициенты. Коэффициенты в зависимости от альфа у нас А такой, Б такой. Коэффициент С, он для положительных температур равен нулю, при отрицательных равен вот такому. Смотрите, тут минус 12, минус 7, минус 3. И вот если положительные температуры, там еще вроде бы все понятно, вот мы сюда подставили нолик С, и мы получили следующее уравнение. Я когда его получил, я такой, опа, это же квадратное уравнение, окей. Я сидел, рассчитал, получил два корня, 25 градусов и какой-то непонятный. Я такой, окей, значит, вот этот у нас будет всегда температура, а этот мы просто отбрасываем. То есть вот здесь вот с плюсиком. Это и наш есть исходный корень температуры при положительных температурах. А вот для отрицательных температур, когда у нас С равен вот такому-то значению, у нас получилось уравнение четвертой степени. Вы, конечно, извините меня, но я не знаю просто, как это посчитать нормально. Я что-то там формулу Феррари там смотрел там и... Блин, может школьник это и решит, но у меня вот это уже из головы все повылетало. Поэтому как я вышел из данной ситуации? Я опять же полез в ГОСТ.
Вот тут есть сопротивление от температуры. Построил я зависимость. И дальше я просто графика аппроксимировал. Вот сайт. Аппроксимация функции одной переменной. И я получил полином 5 степени. Вот такое уравнение для отрицательных температур у меня получилось. Средняя ошибка аппроксимации довольно мала, поэтому вполне себе очень даже хорошо. Это просто сопротивление наше, оно будет в 5 степени, в 4, в 3, во 2. Соответственно, все. Вот у нас получение температуры, сопротивление больше 100 Ом. То есть, если оно больше 0 градусов, то я рассчитываю квадратное уравнение, считаю. Если она меньше 100 Ом, либо 0 градусов для ПТ-100, то я просто считаю полином 5 степени и возвращаю значение. Все. Вроде бы было сложно, но уже как-то разрулили все. Ну и вот мой проект. У меня тут USB подключен, потому что вы там сами видели в начале, что у меня там было. Получается, моя библиотека. Моя же библиотека для дисплейчика. Это мелтовские дисплеи. Опять же, библиотека для USB. Это ладно, все это нам не нужно, в принципе. Вот ошибка сенсора и значение температуры. Дальше мы просто инициализируем. Вот. Говорим то, что у нас трехпроводная система. И в цикле мы просто вот эту get-температуру. Мы ее берем, опрашиваем. И тут еще это уже мои выпендрежи пошли. Ну как выпендрежи? Это правильная работа, в принципе, потому что мы float, когда вот мы в проекте здесь делаем в линкере, пишем там использовать float, то у нас памяти отжирается сразу куча большая, поэтому я переделывал, сам писал тут точечку, где она должна быть. Кроме того, я посмотрел опять же на промышленном оборудовании, везде на всех промышленных приборах там стоит округление чисел. То есть вот это я тоже все здесь сделал. И в принципе-то все. Надеюсь, было хоть как-то понятно. Понятно, что это все очень сложно и нудно. Но тому, кто вот реально хочет вот в этом промышленном сегменте как-то работать, то вам это все равно пригодится. Поэтому вот так. А на этом у меня все, друзья. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.